Всем привет! На дорогах России ежегодно гибнет свыше 15 тысяч человек. В целях наведения порядка ГИБДД предложила повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км в час с 500 рублей до 3000. Из официального заявления руководства госавтоинспекции следует, что это предложение связано с тем, что штрафы до 3000 рублей судебные приставы в ближайшем будущем смогут взыскивать без возбуждения исполнительного производства, то есть в упрощенном порядке. Между тем, мнение власти по этому поводу разделилось. За автомобилистов вступился депутат Госдумы Максим Сураев, который сравнил такой способ борьбы с правонарушениями на дорогах с лечением головной боли гильотиной. Действительно, 3000 рублей для большей части населения страны – это серьезная сумма. Вместе с тем, как показывает практика, наличие штрафов за превышение скорости не оказывает серьезного влияния на снижение количества таких правонарушений. В первую очередь, потому что очень часто соблюсти требования об ограничении скорости просто невозможно, так как нередко за знаком, ограничивающим максимальную скорость движения до 80 км в час, следует знак 40 км в час или вообще 20 км в час. Кроме того, на соблюдение скоростного режима оказывают влияние особенности менталитета русского человека. Не будет никогда русский человек по закону жить. Почему? Да скучно ему по закону. Закон мертв. В нем ничего личного нет. А русский человек без личного отношения – пустоцвет. Не украсть, не покараулить. Ну это же ужасно. А кто сказал, что это хорошо? Можно предположить, что в ближайшем будущем инициатива ГИБДД об увеличении штрафов до 3000 рублей коснется и других нарушений ПДД. В связи с этим интересным совпадением является то, что вслед за заявлением ГИБДД платежная система Visa увеличила предельную сумму оплаты по карте без пин-кода до 3000 рублей. Так, глядишь, скоро Центробанк для удобства оплаты россиянами штрафов выпустит денежную купюру номиналом 3000 рублей. Однако, все же, насколько сегодня в России актуален вопрос усиления ответственности за превышение скорости на дорогах? Предложение ГИБДД по этому поводу не содержит четкого обоснования. В связи с этим, давайте попробуем разобраться в этом вопросе самостоятельно. Согласно статистике об аварийности на дорогах, сообщенной «Коммерсант» со ссылкой на источник в МВД, в 2018 году выявлено на 17% больше правонарушений ПДД, чем в 2017 году. Учитывая то, что основная масса данных правонарушений – это превышение скорости, то на первый взгляд увеличение санкций – это вполне оправданная мера. С другой стороны, сравнивать информацию о статистике правонарушений в 2017 и 2018 годах не совсем корректно. Большая часть этих правонарушений установлена с помощью дорожных камер, а число последних в 2018 году серьезно увеличилось. Таким образом, однозначный вывод о росте нарушений скоростного режима в 2018 году по сравнению с 2017 годом сделать нельзя. Почему же, несмотря на отсутствие убедительного обоснования, ГИБДД встает на путь усиления карательных мер? В первую очередь, конечно, потому что это наименее затратный способ борьбы с нарушителями. Во-вторых, потому что серьезность наказания, по мнению руководства госавтоинспекции, что, конечно же, логично, должна улучшить поведение водителей на дорогах. Заплати штраф. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Все возьми. Слышь, не убивай, брат. Вот. Для большинства россиян, как это уже было отмечено, 3000 рублей – это ощутимая часть зарплаты. Поэтому ужесточение ответственности за превышение скорости безусловно даст ожидаемый ГИБДД эффект. Однако повлияет ли это на повышение безопасности на дорогах? С учетом того, что большая часть нарушений ПДД выявляется с помощью дорожных камер, скорее всего, сильного эффекта от увеличения штрафов не будет. Автомобилисты будут просто тщательнее выверять свои маршруты и заранее снижать скорость перед местами расположения дорожных камер. Вместе с тем, излишнее ужесточение наказания – это потенциально опасный для ГИБДД инструмент. Ведь если новые сверхсуровые штрафы не улучшат показатели безопасности на дорогах страны, то ужесточать уже дальше будет нечего. Ну, разве что ГИБДД закроет дороги вообще. Справедливости ради нужно отметить, что ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости в целях нашей безопасности. Не боясь скандалов, руководство госавтоинспекции пытается выполнить возложенные на него функции. В общем, система работает, придраться не к чему. Ведь все мы, и водители, и работники ГАИ, заняты одним общим делом, государственным. Ты понял, наконец, Зыкин? Я понимаю, товарищ майор. Понимаю. Каждый раз одно и то же. Однако этот вопрос еще окончательно не решен.
И более того, есть шанс, что даже в случае увеличения штрафов эта норма не будет работать так, как было задумано. Дело в том, что поправки к закону об исполнительном производстве, устанавливающие упрощенный порядок взыскания, будут распространяться на случаи, когда долги составляют менее 3000 рублей, а ГИБДД предлагает установить штраф в размере 3000 рублей. Другими словами, взыскать штраф в размере 3000 рублей в упрощенном порядке будет нельзя. Друзья, а как вы думаете, что поможет навести порядок на дорогах России? Напишите об этом в комментарии к видео. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором», если еще не успели этого сделать. Ставьте лайки, если вам понравился сюжет. Спасибо за внимание, пока!